Так, довольно-таки давно мы уже не разговаривали. Кстати, кофе с банановым молоком вполне. О, и сахара не надо. Хотя и так, кофе пьем без сахара. Ох, что сегодня расскажем? Сегодня мы будем рассказывать про то, как мы переехали наконец-то. Напоминаю, переезд мы осуществляли в Германии. Мы никуда не уехали. Переезд был локальный в Бюнде, так как наша старая квартира была очень ужасна. Вы из прошлых видео это помните. Мы нашли новую квартиру, и мы закончили переезд. Почти неделю мы мучились образно. Ну, хотя знаешь, что ты переедешь в квартиру, которая тебе нравится, наоборот, это были не мучения, это были счастливые моменты уезда со старой квартиры. Йоу, да, у нас теперь есть балкон. Блин, солнце просто дико выжигает глаза. Ладно, пошли в квартиру. Я расскажу про квартиру. Вместе с Олей постараемся это сделать, она сегодня придет после работы. Да, мы с ней вместе это запишем, потому что у нее свой взгляд, у меня свой взгляд. Сейчас я кормлю детей, и мы едем встречать знакомого в аэропорт, в Дортмунд. Он прилетает из Риги. Пока вот такие планы. Сейчас надо сделать яичницу и погреть детям супчик. Now she wanna airdrop me, picked up all these, and she don't charge her feet, they for free. Так, ну что, у нас пролетела пятница, встретили мы знакомого из Риги, дружище уже, можно сказать, даже. Задержался. Субботу у нас даже пролетела, в субботу. Что мы делали в субботу? Ругались, наверное, да. Да, вот. Вот сегодня уже воскресенье, вот подошла Оля. Ну и что, мы расскажем, наверное, про квартиру. Что нам за квартира досталась? Я вкратце уже показывал, когда она была голая, пустая. Ты, как она нам досталась? Наверное, да. Ну, сейчас еще раз попробуем все это рассказать. Так, ну что ж, начнем мы, наверное, с зала. Это самое интересное, да? Сейчас вкратце пробежимся, что за квартира. Вы уже ее, наверное, видели. В итоге вот показываю. Квартира у нас досталась с балконом. Балконом, это да, самое это важное. самое главное. Это просто вот сказка. Сказочная. Ну, мы уже гриль установили. Да, потому что у нас, кстати, сегодня после обеда мы делаем ребрышки гриль. Вот и можно на диванчике посидеть. Так, ладно, очень много света на балконе. У меня еще пока фильтр НДшка не пришла для нового объектива. Так что пойдем мы прогуляемся по квартире. В итоге квартира, как напоминаю, 4-комнатная у нас. Зал с балконом, даже с террасой, можно сказать. Одна детская комната, наша спальня, кухня наша любимая. Наша спальня, кстати, еще и бюро теперь. Да. Потому что... Сейчас я вкратце покажу. Потому что мне пришлось Потому что пришлось разделить детей. Они уже большие, Да. Соня всегда просит личное пространство, говорит, что Марк ей уже мешает. И я думаю, что главная причина, он слишком много стучит. Да. Поэтому мой кабинет теперь вот здесь, прямо у нас в спальне. Ну, как есть, так есть. Камерки, все дела. Живем пока на стеллажах, потому что наш гигантский шкаф пришлось оставить в предыдущей квартире. Он просто развалился. Да, шкаф у нас уже наш не А новый мы переехал. еще не купили. Так, что еще? Ну, коридор. Все очень просто. Сонькина Опять комната. Да, Сонина комната. Тоже уже все обустроено с большего. Ну, как видите. И 2 туалета с ванной. Ну, что показывать? Один. И 1 гостевой туалет. Все, вот такая вот квартирка. Теперь пошли расскажем, что по деньгам нам это становится и сколько нам вообще стал переезд. Потому что переезжали в этот раз мы локально. Ну, самое главное, это кухня. Что с кухней? Кухню, кстати, нам пришлось немножко обновить. Мы купили 2 новые поверхности рабочие. Вот одна и вторая. Потому что старые выходы, ну, не подходили на плиту и на раковину. Вытяжку мы, как всегда, не купили. Ну, да. Потому что где Андрей будет еще видео снимать?
на Только на кухне. фоне дырки. А ты меня лишила бюро, все, я теперь буду все время снимать видео только на кухне, потому что там я могу заниматься только обработкой, а там снимать никак неудобно. Так что вот, да, любимая дырка с нами переехала, все хорошо. Чайники твои тоже. Ладно, в итоге. Так, ладно, стану, чтобы дырку не было видно. Подожди, как не стать? Я уже запутался на фоне листочков, да? В итоге по цене переезда. В прошлый раз мы переезжали из другого города, из другой земли. Нам переезд стал нормальную сумму. Одна только аренда машины стоила 600 евро. Да. Просто аренда, не считая всяких бензинов, не считая... В общем, да, это стало более 600 евро. поверхности, Здесь нам такое. переезд стал мы практически все перевезли на нашем мобильке. Сколько раз, наверное, 5-6 охоток сделал. Оставили только крупную мебель, стиральную машину, там все остальное. И в одном из строймагазинов я взял в аренду бусик. Там вообще были хорошие условия. Там, если покупаешь что-то на 100 евро, нам как раз надо было 2 рабочие поверхности, там еще какую-то мелочь, мы более 100 евро закупились, то у них в подарок давалась на 2 часа бесплатная машина. Мы не вложились 2 часа, мы почти 4 часа, короче, на машину обошлась 19 или 17 евро. Так что переезд нам стал топливо, что мы потратили на свою машину, 19 евро, потому что там машину заправлять не надо было. Ну вот. Нет, ну и как всегда вот эти всякие... Ну мелочь, да, это понятно. Я уже про это сказал. Так что переезд прошел более легко, не было так жарко. Еще решились, Ну, как шкаф. бы... Ну, где-то шкаф, Ну, так, у нас если большой объективно шкаф был, сейчас где-то евро сказать. 650. Ну, вот мы смотрели, да, новый шкаф, там где-то большой, тех же размеров, как у нас был, там 3 метра с чем-то был, то это 650 евро. Шкаф мы продали за копейки, конечно, потому что здесь дороже было бы его утилизировать. Так что, ну, переездку бы он уже не выдержал, но люди приехали, его забрали. Не знаю, как они его соберут, но, надеюсь, соберут. Так, что еще можно сказать про квартиру? Мы квартиру Она очень... теплая. Она теплая. Многие, кто заходит и говорит, у вас так тепло, потому что мы даже когда убирали последние дни, заезжали в ту квартиру, там была просто жесть, там реально холод. Я представляю, что там будет очень зимой. влажный воздух был неприятный. Да. Здесь воздух... Плюс плесень. Здесь нету плесени. Это то, что было у нас там. Ну, я не знаю, может быть и здесь сделали такой же нюанс, как и в той квартире. Там просто все покрасили. Кстати, у меня здесь кадры, сейчас вам их покажу. Фух, все. Квартиру мы освободили нашу. Извините, запыханный, потому что еще бегал в подвал. Переносил все. Что осталось? Что сегодня мы делаем наберганы. Вот все пусто. Здесь вот была якобы плесень. Ну, реально. Они просто сверху закрасили. А стена все равно мокрая. Так, здесь плесень была, как помните. Тоже все закрасили, но она скоро. Она вот уже начинает по чуть-чуть проявляться, потому что просто закрашено все краской и все. Вот без мебели смотришь, так как бы квартира, а заходишь, как нам обещали сделать, ну вот положили какую-то ДСПшку, чтобы не было дыры просто. Чтобы, типа новые люди заходили, видели, что-то делается. И все. Также здесь они дырку заделали просто-напросто. Сделали здесь просто вот такой короб. Там дырка идет. Довольно-таки большая. Ну, да, почти что к соседям. Здесь тоже плесень закрасили. В детской они просто сверху краской. Здесь. Ну и все. Мы, если не помню, показывал или нет, мы когда квартиру брали, здесь вообще были везде пятна ужасные. Мы все закрасили за собой. Она как бы выглядит лучше, чем тогда, когда мы въезжали. Что так вот. Так что, как вы видели, да, там просто пришли маляры, как там правильно, художники закрасили все просто краской, и там человек сейчас, который заедет, подумает, ну круто, ничего нету, потом будет вылазить плесень, и арендодатель может сказать, а это вы виноваты, потому что не проветривали. Надеюсь, в этой квартире все не так. Здесь была хорошая, тут есть космический ремонт, как это все в Германии, квартира была пустая, выкрашена с полами, ну все окей. Ой, так что вот так вот про наш переезд, про квартиру мы довольны. Очень довольны, сюда даже приходишь, вот как-то все по-другому. Плюс по цене. И эта квартира у нас становится дешевле на 100 евро, чем была старая. Здесь 107 квадратных или 109 квадратных метров.
Но здесь как бы более рационально использована площадь, потому что тут нету ванны, которая 30 квадратов, и в которой даже нету душа. Тут все нормально, комнатки, коридор. Ванна на подиуме. Да, как там у нас была ванна на подиуме, это вообще просто жесть, кто помнит, смотрел про старую квартиру. И нету души, по сей день никто его не сделал. У нас вот соседи говорят, что там люди ходят все время там, но никто ничего не делает. Если брать по цене, то она выходит... ну сейчас все поменялось, потому что, да. В общем, если по старым ценам, она где-то выходит все вместе. Каль 701 плюс досуг. Но что будет дальше, это мы уже расскажем. Так что такое вот короткое видео про нашу новую квартиру. Мы переехали. Поздравьте, напишите комментарии. Те, кто писал, что ой, как вы выбирали ту квартиру, еще мне задавали интересный вопрос, а почему вы так часто меняете квартиры? А почему часто? За 2,5, почти 3 года мы поменяли только одну квартиру. Мы первую сменили в Кведлинбурге, потому что мы переехали поближе к работе. Это было вынужденное, адекватное, как бы рассудительный переезд, потому что смысл было ходить по 25 минут на работу. Когда попалась квартира, которая стоила практически тех же денег, плюс у нас самая первая квартира была без балкона. Мы очень вот всегда в погоне за балкон, за террасу какую-то. Мы вот переехали. Была школа 5 минут идти, Оле 5 минут на работу идти. Это у нас был первый переезд, но вторая квартира. Марку в садик. И Марку в садик, и Соню в школу, да. Было пехом 25 минут туда и 25 минут обратно. Да. Так что вот это был наш первый, как бы вторая квартира, и сюда мы переехали. Вот некоторые пишут, что вы так часто меняете. Блин, а вы, когда переезжаете в другой город, вы что, квартиру с собой забираете, просто вырезаете и едете со старой? У нас был переезд, мы как бы рассказывали. Когда что-то пишете, вы сначала посмотрите видео, чтобы не выглядеть глупо с этими комментариями. Это реально просто иногда достает. Люди просто забудут только написать, я так понимаю. И вот эта третья квартира, это была мы по переезду сделали. По работе, да, переезд. И четвертая квартира, потому что мы первую, как я рассказывал, «Безлохая жизнь плоха», мы плохо посмотрели. И когда мы увидели все эти ужасы, мы поняли, что эта квартира не устраивает вообще никак. Поэтому мы поменяли квартиру. Четвертую. Это четвертая квартира у нас в Германии. Будем надеяться, это последняя квартира. Следующая это уже будет наша собственная. И... Так я решила. Да, Оля так решила. Я так умоталась с тремя переездами, 4 квартирами, что я сказала, все только в свою. Следующая наша будет, следующий переезд будет уже наша квартира. Так что, ладно, на этом будем заканчивать. Нам еще надо пойти пожарить мясо. Не мясо, а ребрышки именно. Покушать. В воскресенье сегодня. Всем спасибо за просмотр. Не забываем комментарии, подписку, лайки и все тому подобное. Ну и пока. До следующего видео. Пока. Пока.